Привет, мои дорогие! У нас сейчас быстрое экспресс-гадание на тему «Будет ли встреча?». Давайте посмотрим, будет ли встреча с вашим загаданным человеком. Настройтесь, загадайте мужчину, с которым вы хотите встретиться. Вот просто вы хотите встретиться. Свое желание переложите на рубашку и давайте на 4 картах первый, второй, третий, четвертый вариант. Посмотрим, будет ли с ним встреча. Вот такое небольшое сделаем. А вы можете, знаете, даже как интересно сделать? Вы можете загадать встреча в ближайшее время — одна карта, встреча через 2 недели — вторая карта, встреча через месяц — третья карта, и встреча вообще. Ну, в перспективе, в дальнейшее такое. Давайте посмотрим, когда еще это будет. Ну что, загадали? Первый, второй, третий, четвертый вариант. Будет ли встреча с ним? Итак, кто загадал первый вариант? Будет ли встреча с этим мужчиной? Повешенный, девочки, выпал. Вот прям как раз, как сейчас он не может, да, у него нету какой-то энергетики и сил именно на встречу с вами. Либо он чувствует, что с этой встречей будет что-то связано не очень хорошее. Даже если он вот полетит к вам навстречу, там может или машина сломаться, или он может заболеть, либо он, девочки, какой-то болезненный, да. То есть карта 12 старший аркан, это говорит о том, что, ну, как в ближайшее время ко встрече никаких таких предпосылок нету на самом деле. Для него именно, не просто для вас, а именно для него. Либо он не видит цели для того, чтобы с вами встречаться, либо он понимает, что на этой встрече ему не достанется то, что бы он хотел, либо, девочки, он болеет, да, либо у него может что-нибудь такое непредвиденное случиться. Ну, вот такая вот карта выпадает. Либо у вас эта встреча с ним состоится, да, но что-то, ну, как бы надо быть очень сильно настороже с этим мужчиной, потому что он может показать вам то, что в нем сидит, не очень хорошее, да, какие-то вредные привычки, вредноту свою какую-то может показать, потому что поэтому будьте осторожны, не зацикливайтесь о том, будет ли встреча с ним в ближайшее время, вот просто не зацикливайтесь. Я бы, наоборот, даже больше как-то ухо востро с ним держала, девочки, не просто так этот 12 старший аркан выпал. Второй вариант, будет ли встреча с ним. Королева мечей — это же выпала женщина, девушка, которая очень желает эту встречу, но в то же время, желая эту встречу, девочки, вы имеете к этому мужчине какие-то, знаете, вот пальцы-загибальцы. То есть вы хотите, это вот как-то ему что-то предъявить, да, либо показать характер, показать норов, может быть, всплеск гордости какой-то у вас будет. Поэтому вот эту встречу больше хотите вы для того, чтобы ему что-то где-то чего-то доказать, либо прояснить ситуацию, да. То есть для вас имеет вот эта вот встреча имеет решающее значение. То есть вот если вы пойдете с ним навстречу, вы вот прям, знаете, смерите его взглядом и будете понимать, а нужен ты мне или не нужен. То есть вам эта встреча нужна для того, чтобы вы решили вообще в последующем, нужен ли вам этот вообще мужчина в целом и общем, да. И смотрите, выпала карта вас, то есть вот этот мужчина, он думает про встречу с вами, но обращу внимание, да, и тут не показано, состоится она или не состоится. Сейчас настал тот решительный момент, когда вы, в зависимости от того, как он себя поведет, сделаете для себя многозначительные выводы. Даже если этой встречи, которую вот вы четко принимаете для себя, что она должна быть, вы хотите ее, да, и если она не состоится, вот прям как бабки шепчут от этого мужчины. Либо, девочки, вы поставите ему вот этот вот минус, конкретный жирный минус, сделайте определенные выводы. Даже если эта встреча состоится, вот эти вот выводы будут. Но он об этой встрече, девочки, думает. И ему на эту встречу нужно подготовиться. То есть, если он хочет продолжить с вами отношения, он должен 10 раз подумать о том, как он придет к вам на это свидание. И он это прекрасно понимает. И, возможно, здесь он будет где-то тянуть со встречей, хотеть с вами по-легкому, как говорится, встретиться, но по-легкому не получится, потому что вы, как говорится, уже, ну, не то, что там до предела дошли, да, а вы именно в том состоянии, где вы просто можете
подписать какой-то вот приговор вот этому мужчине. Поэтому он может даже слиться и не прийти к вам навстречу, только потому, что он прекрасно будет знать, да, что ему, возможно, с вами ничего не светит, да, или не фартануло, девочки. Так что, если он сейчас в ближайшее время встречу вам не предложит, никакого романтика и все остальное, просто знайте, да, что это как бы все точки над «и» будут расставлены. А если он все-таки придет на свидание, то тоже держите ушко востро свое, потому что как раз-таки вы сделаете определенные выводы насчет этого мужчины. Или положительное, хорошее, или нет. Если это придет, как говорится, мечевой, это будет какой-то романтик и все остальное, отношения можно продолжать. А если ни рыба, ни мясо, перекати поле, Ванька-встанька, да, Емелина Пеличи и все вот эти вот русские народные поговорки про него, то вы реально сделаете определенные выводы. Так что назвать эту встречу легкой и беззаботной, ну, я могу только в 1% из 100. Все остальные вы сделаете свои определенные решительные выводы согласно его поведению. Поэтому здесь 50 на 50. Встреча-то может и состояться, а может и не состояться. Но дело в том, что королева мечей делает сейчас свои определенные выводы по поводу этого мужчины. То есть вот посмотрите, как он к вам будет проявляться. И не то, что я даже не советую, я просто это даже знаю, как вы себя поведете. Да? Вы очень четко понимаете, кто, что, почему и зачем. Или поймете, девочки, в ближайшее время. Вот прям в ближайшее. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим, будет ли встреча с ним. 11 старший аркан. Да, девочки, будет встреча с ним. И причем очень многозначительная встреча с этим мужчиной. Судьбоносная, я бы даже сказала. Но все же, так как это старший аркан, да, тут надо понимать, что это за встреча будет. Возможно, девочки, если вы вялые в этих отношениях, да, и вы такая более пассивная, и у вас только зарождаются отношения, вот эта встреча состоится с мужчиной, да, и либо это будут завязываться новые отношения, конкретные красивые новые отношения, да, либо, девочки, ну тут по-любому эта встреча будет. Встреча несет что-то хорошее и для вас, и для него. И она какая-то кармическая. Я имею в виду, что она может просто растянута быть во времени. Возможно, это, например, у вас отношения на расстоянии, и в ближайшее время этого не будет, но она будет, эта встреча все равно, понимаете? Реально такие красивые кармические отношения, я бы даже сказала. То есть, если на расстоянии, то встреча будет, девочки. Но когда и как она реально будет что-то менять и в вашей жизни, и в его. Поэтому спешить на эту встречу не обязательно. Но если прямо в ближайшее время она состоится у вас с этим мужчиной, да, вот эта встреча, вот буквально в ближайшую, ну, максимум неделю, это будет говорить о том, что, во-первых, вы получите от этого удовольствие, девочки, от этой встречи. Удовольствие в душевном плане. И этот мужчина тоже. Возможно, какие-то трудные вопросы у вас решатся. Вот такой вот третий вариант. Так что встреча будет, встреча состоится, и много что она даст и в вашей жизни, и в его жизни. Вот, вот, кстати, у кого-то даже это новый виток жизни начнется. Или у вас, или у него. Вот такой вот третий вариант. Четвертый вариант, давайте посмотрим, будет ли встреча с ним. 8-й старший аркан правосудия. Он стоит сейчас на выборе, на перекрестке, девочки. То есть он сейчас прекрасно понимает то, что он должен какие-то делать серьезные шаги в вашу сторону. Если этих серьезных шагов он делать не будет, жизнь, как говорится, все расставит все по своим местам. Поэтому здесь, по 8-му старшему аркану, мужчина находится в раздумьях. Потому что если он с вами встретится, это будет предполагать одно. Если он сейчас с вами не встретится, это будет предполагать другое. И, возможно, ваши пути разойдутся, либо
либо они полностью сойдутся. Здесь мужчине надо дать время для решительных этих действий. Ему надо собраться с мыслями, девочки. Дайте ему вот собраться. Возможно, кто-то сразу, да, мужчина, который сразу прилетит на крылышках, кому-то мужчине надо 3 дня, кому-то месяц на эти раздумья. Но это говорит о том, что мужчина либо полностью исчезнет с вашей жизни, либо полностью проявится для того в попытках с вами перейти в какие-то узы. Причем это даже могут быть и узы брака, да. То есть это серьезный выбор для него. Это не просто встреча с вами винчика попить, да. Он прекрасно понимает, что вот эта встреча определит ход дальнейших событий. Поэтому сейчас вот в этом правосудии, в этом старшем аркане, пусть он побудет один, если вы хотите с ним продолжать отношения. Вот он, знаете, он может как лисичка себя вести, где-то вам написывать, но встречу не предлагать, да, или болтать с вами по телефону, а встречу не назначать. Либо он может вообще пропасть, либо еще что-то. Но вот обратите внимание, что он будет себя вести как вот на выборе, да, что решается его судьба, девочки. Либо вы полностью тут разойдетесь, либо полностью, как говорится, сойдетесь. Это старший аркан вам выпал. Все, мои дорогие, вот такой вот был расклад небольшой. Пока-пока.